Это турецкий Кирпи, и сегодня мы снимаем в крайне экстремальных условиях. А теперь давайте небольшой тест-драйв. Эй! Кому шашлык, кебаб, эй! Турция такая, знаете, довольно интересная страна. Там за каждым углом вас подстерегает ковер с 300-летней историей. В реальности, конечно, который сшит прошлой осенью. Там ждет вас чашечка чая и свежий кебаб. Обычному русскому человеку это понять очень сложно, потому что дальше отеля All Inclusive он, как правило, никогда не выезжал. Хотя даже в пределах отеля уважающий себя турок умудрялся его, точнее вас, с дивана же все, что мы знаем о Турции, это легендарные Наташи на сайтах знакомств, интересные сериалы и чуваки, которые приезжают к нам на забивающиеся полные залы и все такое. И, конечно же, слабая национальная валюта. Но в военном плане, конечно, шороху поднял известный всем Байрактар, и чуть менее громкой стала вот эта машина. И сегодня мне, русскому туристу, в очень необычной обстановочке зимней, хочется попробовать BMC Кирпи на вкус и понять, какой он. Крепкий, как турецкий кофе, комфортный, как отель 5 звезд, или же это слабый, ненадежный, как турецкая лира, броневичок. Вы, конечно, все помните историю про Каспир, который был родоначальником, можно сказать, МРАПов. МРАП, как многим из вас известно, это V-образное днище, которое позволяет ему выдерживать взрыв мины. Так вот, вот этот Кирпи, который пьется как еж, должен выдерживать 8 килограмм в тротиловом эквиваленте. Конечно, была бы крутая съемка, если бы я сейчас закинул сюда мину, она взорвалась, и я такой, да. И, кстати, здесь ранфлетовские шины, которые, в общем-то, судя по всему, не очень ранфлетовские, потому что только что они начали сдуваться, пробили мы там это колесо заднее. Мы его, конечно, поднадули чуть-чуть, но оно уже снова спускается. И, знаете, спустилось до того момента, что его бы заживало. Поэтому вот в этих колесах, судя по всему, технология Run-Flat либо отсутствует, либо нас кто-то уже порядком на***л. Прокачка работает хорошо, мы достаточно быстро накачали, и это хорошая новость. Но, честно говоря, глядя на то, что я здесь вижу, рессоры и так далее, я сомневаюсь, что он способен выдержать взрыв даже мины, которая 6,5 килограмм. Это наша морская смесь в составе мина ТМ-62 или ТМ-72. Разницы нет. История в том, что, конечно же, она никуда уже не поедет, если ей оторвет колесо или еще что-то случится. Главная задача этого МРАПа сделать так, чтобы экипаж не погиб. Я вижу, что здесь есть бронирование, вот это вот бронирование, внутрь можно заглянуть. Здесь вот какие-то баллоны или это пневма стоит, не знаю. Но лежать на холодном, знаете, не очень хорошая идея. Добро пожаловать в мир роскоши и комфорта! За мной, парни! Кирпи разрабатывала компания BMC. Я не знаю, как это расшифровывается, но примерная аббревиатура как-то так звучит. Башбаканлик макина векияма индастристи курму. Хурмы что-то захотелось, если честно. Короче, это турецкая компания, которая начала с производства грузовиков и автобусов, а потом решила, что бронемашины и танки куда интереснее, и начала производить вот такие вот бронеавтомобили. Основана эта компания в 1964 году. Она прошла путь от поставщика колес до ключевого игрока в оборонной промышленности. И главные хиты, если вы знаете, то это был автобус Falcon 1120 на 40 мест. 220 SLF, это 12-метровый автобус на 46 сидений. Междугородний, между прочим. И Пробус, и это не про обувь, это 850-й Пробус, и, конечно же, броневик вот этот вот. С 2018 года они делают турецкий новый танк, который называется внезапно Алтай. Смотрите, у нас на канале уже были несколько МРАПов. Это был США, была Канада, был Патруль в секретном канале, который вы можете посмотреть. И... Эй, Лёх, за проезд передавай. Кстати, да.
А теперь история о часах, которые стали смартфоном на моем запястье. Смарт-часы от тюменского бренда Case Guru – это не просто гаджет, потому что с их помощью можно звонить, общаться, даже получать ответы прямо с экрана. Часы Case Guru поддерживают Android, iOS и Windows. Благодаря топовой синхронизации они идеально работают с любыми смартфонами. С ними вы всегда будете на связи. Ни дети, ни коллеги не останутся без внимания. До 10 суток без зарядки работают часы. Для сравнения, часы от известных брендов за 100 000 рублей держатся всего 1,5 дня. А Case Guru, естественно, обойдутся вам дешевле. А вот у модели Sport экран на 10% больше, чем у флагманских яблочных часов, которые стоят в 8 раз дороже. Гипоаллергенный силиконовый ремешок не раздражает кожу и не натирает, обеспечивая комфорт даже при длительном использовании. CG Watch Round – это первые российские смарт-часы с мощным аккумулятором на 10 дней работы, а CG Watch Classic оснащены экраном с высоким разрешением, который виден даже под ярким солнцем и под любым углом. Сканируйте QR-код на экране или переходите по ссылке в описании, чтобы узнать больше и приобрести часы Case Guru по разумной цене. А по промокоду Калибр 2412 можно получить скидку до 500 рублей. Ссылочка в описании. История у всех примерно одна и та же. Ездили по передку, кошмарили разного рода вооруженные формирования, но на всех своих джипах они вечно подрывались на СВУ и на противотанковых минах. История создания Кирпи – это пример как раз-таки решения такой проблемы. В конце 90-х годов и начале 2000-х турецкие вооруженные силы столкнулись с серьезной проблемой. В операциях против курдских вооруженных формирований на юго-востоке страны обычные военные транспортные средства слишком часто отправлялись заказывать дешевые авиабилеты на минах и СВУ. Армии срочно нужны были машины, способные надежно защищать экипаж и бойцов в условиях постоянной минной угрозы и засад. В мире уже существовали на тот момент такого типа МРАПы, например, американский Кугар или южноафриканский Каспир. Турция решила создать свой аналог, который проходил бы для местных условий и стоил бы гораздо дешевле, чем импортные модели. Разработка была поручена компании BMC, о которой я уже сказал, и инженеры эти начали работу в середине 2000-х годов. Первый прототип Кирпи появился в 2009 и был отправлен на полевые испытания. Ну и, собственно, что они там испытали? Испытания показали, что Кирпи отлично справляется с задачей. Он выдерживает взрывы, сохраняет жизни экипажа и был удобен в эксплуатации. После успешных испытаний автомобиль был принят на вооружение в 2010 году. Серийное производство началось практически сразу. Кирпи стал основным транспортным средством для турецких солдат. Кроме того, внимание привлекло и других стран. Ее экспортировали в Тунис, Катар, Ливию, Туркменистан и, самое главное, в Сомали. Удивительно, что в Германию он никак попасть не сумел. Как это можно было не попасть в Германию? Успех был настолько большим, что на основе базовой модели начали появляться различные модификации. От улучшенной версии Кирпи 2 с более мощным движком до санитарных командных машин, а также вариантов с дистанционным кальяном и несколькими шашлычными. Шучу. Короче, с несколькими боевыми модулями. Кирпи – это классическая машина системы МРАП, которая выделяется своими массивными и внушительными формами. Ведь вот этот Кирпи с турецкого означает «еж». Где, правда, иголки делись, я не понимаю. Наверное, их уперли. Блокировка дифференциала. По черепашиному может ездить она. Короче, понижайка. Свеча накала. Подогрев двигателя, да? Да. Блокировка охлаждения и задний вентилятор. Написано здесь все не по-турецки, а по-английски. Солярка в баке. Это давление воздуха. Это давление в коробке. Ну, понятно, спидометр у нас на 140 какого-то черта. Вообще-то она ездит соточку. Это у нас обороты. Температура двигателя. Кстати, он пробит. Тут кто у нас пробит? Радиатор пробит. Радиатор охлаждения пробит. Это у нас маслечко. Дальше у нас все, что связано с освещением. Так, вот это у нас панелька отвечает за задняя скорость, нейтралка и, собственно, основная, то есть автоматическая коробка передач. Это у нас, собственно, ручник, это масса. То есть сейчас, если включить ее вперед, да, будет. Это кондиционер, печка в салоне. Это у нас выбор дороги, то есть вы можете выбрать трассу, можете проселочную дорогу, в горы полезть, если вам скользко. И это с грузом. И что? С грузом, регулировка давления. То есть если повышенная грузоподъемность, нажимаете
нажимаешь, и все. И вот это вот груз. Телефлоу называется, это все, что связано с подкачкой шин. Он показывает, что сейчас в шинах не очень подкачано, то есть в системе не хватает давления. Это значит, он автоматически подкачивает, если видит, что давление мало. Но это, собственно, он включает режим, когда по шоссе дует. Дальше. Гидропорт сзади. Открытие двери задней. Да. Вот это все полностью управление. Здесь дверь насколько быстро открывается? Ну, за секунд 20. Секунд 20 нужно, чтобы открыть заднюю дверь. Давайте ее откроем. Куда нажать? Да, нажать и держать. А, держать, держать. Там кольцевики потом сами сработают. Нужно держать. Оно это все не работало, тут питание было отрезано. Я все делал. Ты все починил? Воздух полностью делал. Что, опустилось? Он сейчас сам отключится. Все. Все, да? А поднять? Вот это, да? Поднимаем. Можно переключить контроль подъема задней двери вот этим вот рычажком. То есть ему можно управлять сзади. То есть удобненько, надо сказать. Ну, это не знаю, как компьютер. Это камера заднего хода, она работает. Работает? Да. Да Все, ладно. Я сделал все под ценник. Вот. Смотри. Она автоматически включается. Выключить. Заднюю включаете. Камера заднего работает, видно даже, офигеть. Нифига, круто. Открывание двери происходит при помощи вот этого рычага и толкаешь от себя. Но здесь есть еще такой вот огромный писюнярик. Вон, видите? Шук, вот так вот входит. Ну, мы так и сделаем. Но и, собственно, время прокатиться. Бронированные стекла, естественно, выдерживают, как мы видим, 7,62 на 54, судя по всему. Так, я втыкаю первую передачу. И... Ага. Ручник. Страшно. Отпусти чутка руку. Вау. Шпарим по бездорожью. А как, С левой стороны включается. а как эти включить? Дворники с левой стороны. С левой стороны на... А, вот. Так, но идет достаточно тяжело, кажется, ну потому что нифига себе машина, блин, 17 тонн себе представьте, как она должна, по-вашему, идти. Она огромная и, ну не знаю, в целом мне нравится ехать. Ну, в общем, я уже писюнярик-то утопил. У меня сейчас пол, как бы, газ. А почему она так медленно идет? Это максимум ее скорость, да? Да, он сильно не едет, походит. А ты вроде быстрее ехал. Ты вроде быстрее ехал. У меня в тапах упертый. Вот это полный газ. Она едет со скоростью 30 км в час по бездорожью. То есть я почти уверен, что она может соточку ехать, конечно, по асфальту, но здесь она едет вот сколько? 30-35 километров. Все. Почему медленно так едет? Вот все в пол. Большой достаточно люфт у нее. Вот видите? Вот такой как бы. Ну да, едем мы очень медленно. Хотя, если разогнаться, наверное... Как будто понижайка включена, нет? Как будто понижайка включена, или он так и едет? Да? Да, можно, конечно, чуть-чуть погонять с таурегом, но это максимальная, походу, скорость у него. Давайте сейчас по бездорожью, вот прям по таким по ямам поездим. Короче, это грузовик, который очень
небольшой скоростью едет по ровному полю. Не хватает кальяна, чашечки турецкого кофе. Вон моя тачка, видишь? Снесу ее. Нефиг делать. А теперь давайте небольшой тест-драйв. За рулем тачки будет Антон, и я должен буду его обогнать. Погнали. Иху! Поговорим про салон. АК-47. Знаете, что это значит? Это значит, что у турков есть какие-то АК-47, которые вставляются вот сюда. И они типа, он такой, подъем подголовничка регулируется при помощи вот этих вот крепежей. Always wear your seat belt. Это у нас получается триплекса такие защищенные. Вот так открывается бойница. И что мы там видим? Мы там видим... прикольно, кстати, сделано. Смотри, чтобы туда ничего не залетело, ты должен стволом как бы отогнуть ее туда. Бам-бам-бам, пострелял. Бах, и она опять. Это, кстати, удобно очень. Умно. Турки-то продумали. Кирка. Кирка для кирпи. Это кирка. Смотрите, удобненько. Можно вылезти вверх. То есть, если заблокировалось... Оу, хороший вид. Кстати, да. А что там по поводу турели? Она вон там впереди. Ну, ее там нет. Ну, ее там нет, да. Крепление для экипажа здесь пятиточечное. То есть, мы крепим здесь, по бокам. Ну, вот здесь очень хорошо видно. Все, видите, баллон хорошо пристегнут. Пятиточечник. Ты нажимаешь, и он расстегивается. Кстати, заметьте, что сидушки крепятся к потолку. То есть, если внизу происходит взрыв под днищем, то низ отрывается, и здесь мы уже как бы немножечко болтаемся, да? Видите вот эту обшивку? Это противоосколочное такое покрытие, которое, если сюда попадает пуля, чтобы оно не рикошетило взад-вперед. Другими словами, внутри кирпи все устроено так, чтобы обеспечить максимальную безопасность и комфорт экипажа в самых экстремальных условиях. Например, если упадет кальян на ногу. Короче, это отель Resort and Spa. Здесь внутри хороший климат-контроль, который позволяет даже в очень душную погоду не зажариться, чтобы здесь не было такой настоящий турецкий хамам, да. Ну и, естественно, чтобы совсем не замерзнуть в полях, куда пригнали эту малышку, тоже можно согреться. Мне, например, было комфортно здесь, потому что вы видели, что творится на улице? Это, вообще охренеть. Задняя парелька гидравлическая, то есть она открывается примерно 20 секунд, и вы можете выбегать. Можно выбежать через дверь водителя, через дверь пассажира, через турельное местечко, и можно выскочить вот здесь вот, раз на раз, если кто-нибудь там зажрался. Кабина условно отделена, потому что, видите, здесь сидушки уже в десантном отделении 11 мест, то есть 5 с каждой стороны, и вот еще дополнительные. Как по мне, так самое комфортное. И я такой на турецком говорю: «Бич барма курму харасум». И они такие типа: «Шо ты, козав?» А я такой: «Бей, скорее, скорейше». Швидше. Вот, короче, здесь всего 13 мест. Водитель, пассажир и еще 11 человек десанта. И все они, конечно, достаточно в роскоши и комфортно. Конечно, если нужно перепрыгнуть, то это можно сделать очень быстро. Вот это не камеры слежения мониторинга за персоналом, мол. Ну, знаешь, как в кассах ты в кафе приходишь, у них такая камера висит, ты точно там не разбодяжил кофеек. Это не контроль качества кебаба, но это совершенно точно про тушение пожара, если тут устроили турецкий хамам, или же кто-то решил побаловаться шашлычком. Потому что это оптические датчики, и они сразу же такие... И такие, кстати, стоят и под капотом, потому что мотор тоже можно внезапно охладить, если что-то загорелось, особенно после взрыва под днищем мины. Вот это люк для турели. То есть
турель у нас в данном случае что? Это поворотный механизм, который отвечает за турецкий браунинг, например. У нас был обзор на нашем YouTube-канале, вы можете посмотреть. И давайте посмотрим, насколько удобно. Допустим, я пулеметчик, я такой бам, сидушечка откидывается, я сюда коленочкой раз, откидываю все и погнали. Ё-моё, нихера себе, это мне нужно, блин, в турецких сериалах сниматься. О, прикольно. Блин, и так-то просто ее обратно сдернуть. Ебать ту Люсю. Знаете, фишка в том, что я ее очень комфортно откинул, а вот обратно закинуть не могу. И для этого нужен человек с той стороны. Мне чуть голову не снесло. Оп. И вот здесь у меня уже стоит либо МК-19, либо у меня тут стоит турель. Не знаю, браунинг, с которого я стреляю, типа. Но в этой версии уже сняли его. Так, сзади панелька меня защищает от прострелов. Вот по ощущениям, вот эти вот штуки тоже должны превращаться в комфортную коробочку. И вот это, собственно, тоже. Так, я выползаю наверх и такой, хе-хей, я-ха! Так, и вот видим, да, вот эту штуку надо поднять вверх. Оп, и я себе коробочку потихонечку собираю вот таким образом. Ну и с этой стороны то же самое. Это люк. Я твой отец. Ну, собственно, бронирование сверху. Опа. Ух, нихуя. Вот это был бы сейчас эпик фейл. Вот это сейчас был бы эпик фейл. Я думаю, кто вылазит. Вы можете пройтись сверху. Сзади запасные коробки для чего-то, не знаю для чего. Здесь что? Здесь какой-то блок управления. Если хочешь залезть внутрь. Отсюда не можешь. Сбоку дополнительное колесико, которое, наверное, помогает при падении тоже смягчить. Ну, давайте по нему и слезем. Оп. Кстати, колесо это весит до хрена и больше, поэтому тут предусмотрена такая лебедочка. Лебедочка предусмотрена. И здесь можно даже удобненько слезть, я вам скажу. Потому что вот это очень похоже на лестницу. Оп, оп. Открывай! О! О, кстати, можно вот так вот, ну, типа, немножечко размять позвоночник. Смотрите, для экстренного открытия существует вот такая штуковина. Бам! И он открывается. И вы можете вместе с ним очень комфортно и быстро спуститься. Хе-хей! Кому шашлык, кебаб, эй! Мидии, рапаны, креветки. Всем нашим на заметку. Если вы видите вот такой кебаб на колесах, то есть один маленький лайфхак. Если там закрылось много турков, но турков это, конечно, вряд ли, а вы понимаете, о чем я думаю. Подходите и кнопочку такие, оп! Кто в теремочке живет? И такой, они такие, что вы будете заказывать? И ты такой, мне, пожалуйста, кальян, кебаб и жареных ежей, возможно. И в обратную сторону это тоже так работает. Если вы не хотите просто никого видеть, просто закрываете и все. Длина этого натовского монстра составляет 7,3 метра. Ширину он 2,5, а высота достигает 3,2 метра. С учетом установленного оружия, естественно. Внешне он выглядит как большой бронированный грузовик с высокими колесами и приподнятым корпусом. По сути, он
таковым-то и является. В данном случае можно подождать, как боковая стенка открывается и начинается вот это вот все халяльное. Основная часть конструкции — это мощный V-образный бронированный корпус. Ключевой особенностью конструкции этого МРАПа является V-образное днище, которое сохраняет, как в капсуле, жизнь экипажу. Днище для этого и создано, чтобы выдерживать различные подрывы, в том числе в 8-килограммовом тротиловом эквиваленте. Вообще, конечно, я бы с этим поспорил, но вроде как автомобиль это делает более устойчивым к повреждениям, которые могли бы вывести из строя эту машину. Это бойницы. Что мне нравится, что по нему можно залезть с любой стороны. И это очень хорошо, то есть очень оперативно это можно сделать. Корпус машины выполнен из высокопрочной брони, которая обеспечивает защиту из стрелкового оружия 7,62 на 54, на 51 и так далее. И от осколков артиллерийских снарядов. Используемые материалы здесь сочетают в себе прочность и относительную легкость, что позволяет сохранять маневренность машины при ее большом весе, ведь весит она 17 тонн. Уровень защиты Кирпи соответствует стандартам НАТО Станак 4569 уровня 3, что означает способность выдерживать взрывы до 8 кг в тротиловом эквиваленте под днищем. Бронебойные пули 7,62, 54, 51 и осколочные поражения от взрывов с расстояния до нескольких метров. Ходят слухи, кстати, что между слоями брони дополнительные пули сдерживают слой турецкого ковра. Здесь видно дополнительные панели, вот они выстроены. Вообще здесь разнесенная броня, чтобы кумулятивная струя, наверное, как-то воздействовала. Но мне кажется, если я садану с РПГ по нему, ему уже ничего не поможет, потому что... Что? Потому что там будет настоящий турецкий хамам. Ездит он по шоссе со скоростью 100 км в час. Я, конечно, проверил. Он действительно едет 90 пока что по трассе. Ну, а по пересеченке у него прям совсем вообще не хватает. 40 км в час это максимум, по-моему. Но если очень разогнаться с горочки, наверное, может и 60 покатить. Движок у Кирпи 375 лошадиных сил, который обеспечивает машине необходимую тягу даже при ее массивной массе. Извините за тавтологию. Как у Audi Coupe S5. Обратите внимание, тут бронированная крышка капота. Здесь есть система пожаротушения. Вон, видите, точно такой же, как в салоне, датчик оптический. Радиатор защищен, но, честно говоря, радиатор-то тут как раз был пробит. Это американский движок Cummins. Американский движок Cummins в турецком, да, это что-то мне это напоминает. Один наш отечественный выпуск. Здесь, кстати, подкапотное пространство, очень много его здесь, и оно не задействовано. То есть, в принципе, здесь можно еще открыть кальянную, в принципе, ну, без шуток, на досуге между боевыми действиями. Ну да, в общем, друзья, как вы понимаете, эта машина имеет место на фронте. Если она спасает жизнь экипажа, я очень рад, что турки наконец, переходя от автобусов и ранфлетовских шин, переходят уже на более качественное, дорогое бронированное оборудование. Но, на мой взгляд, это машина, которая не спасла жизнь экипажу, потому что в секретном канале я расскажу, каким образом она досталась нам. И поверьте, это очень смешная история, потому что не зря я сегодня добавлял много шуток про турецкие хамамы и не только. С вами крупнокалиберный переполох. Не переключайтесь. Дальше будет кое-что очень интересное. До скорого.